Всем огромный привет! Сегодня мы с вами поговорим, как помочь фиалкам летом, чтобы они не так страдали в жару, как помочь им перенести этот жаркий летний период. Когда наступает сильная жара, то может быть видно уже по внешнему виду фиалок, как они скудно начинают цвести. Цветы могут быть мелкими, с какими-то изъянами или плохо раскрываться. На все на это может действовать так сильная жара. Раньше, когда у меня стояли лампы на стеллаже, то от них немного исходило тепло. Фиалочки не очень себя чувствовали в сильную жару от этого, и приходилось время от времени отключать лампы, дать им остыть, чтобы фиалочкам было полегче. Сейчас стоит светодиодное освещение, от них не исходит тепло, фиалки не нагреваются, и таких проблем уже нет. Значит, желательно до наступления жары все фиалочки нужно осмотреть, пересадить, если это еще не сделано было ранее, переукоренить, если это требуется. Но все это надо сделать до наступления сильной жары. Корневая после всех этих манипуляций должна окрепнуть, должна хорошо работать, чтобы не так тяжело фиалке было летом при повышенных температурах. Так как если сразу упустить этот момент, то летом лучше их не тревожить. Ну, нежелательно, так как для фиалки все-таки это стресс. Нужно полностью ограничить попадание солнечных лучей. Если нет жалюзи, то обязательно чем-нибудь прикрываем, притеняем окно или фольгой, или какой-нибудь светоотражающей пленкой. У меня это, например, такие вот жалюзи из обоев. Солнце у меня сюда попадает не сильно, но все же попадает. Поэтому сделала такие вот жалюзи. На канале у меня есть видео, как их сделать. Внизу оставлю ссылочку. Но если окно большую часть времени находится на солнцепёке, то само стекло может нагреваться и отдавать все это тепло на фиалки, если они стоят на подоконнике, которое им ни к чему. Поэтому можно либо составить фиалки на пол, либо поставить их возле подоконника. В прошлом году, в разгар самой сильной жары, я убирала с самой верхней полки стеллажа фиалки вниз, так как вверх поднимается весь горячий воздух, а внизу все-таки полегче было. Там хоть какая-то циркуляция воздуха есть. Можно также налить воду в емкость, повысить немного влажность воздуха, и вода будет испаряться, и уже будет не так сухо. Можно также, если нет кондиционера, вентилировать комнату тем же вентилятором, но он не должен быть направлен на сами фиалки. Он должен быть направлен в сторону и просто охлаждать воздух. Но самая главная ошибка: летом начинают обильно заливать фиалки, давать им много воды, думая побольше сразу напоить их, но обильный частый полив плюс сильная жара, отсюда может возникнуть сосудистый бактериоз. Начинаются проблемы с корневой, она просто не справляется, начинает теряться тургор, листья паникают и фиалка погибает. Поэтому полив должен быть умеренный. Если фиалки не на фитиле, то поливаем их умеренно. Большим количеством воды им не помочь. И тут нужно уделить время, уделить внимание фиалке. Какие-то фиалки пьют больше, какие-то меньше. Кто-то раньше просохнет, кто-то позже. Вот, поэтому все это зависит от размера горшка, в котором она растет,
от размера самой розеточки, от сортовых особенностей фиалки. То есть здесь нужно учитывать все эти моменты и со всей серьезностью относиться к поливу. Еще также насчет удобрений. В жару фиалки желательно не удобрять. Они и так страдают от повышенных температур, и лишний раз нагружать корневую нежелательно. Нежелательно стимулировать ее искусственно к цветению, так как ей надо потрудиться корневой, усвоить все питательные вещества с вносимых удобрений, но в жару это непросто. Что касается обрывания цветоносов в жару, как многие рекомендуют, значит, по своим наблюдениям могу сказать, что если фиалке что-то не понравится, то она так и не зацветет или просто засушит цветоносы. Бутоны, конечно, можно убрать ее, но если ей что-то не понравится, если ей будет тяжело давать это цветение, то бутоны так и не раскроются. Они просто засохнут, и цветения, естественно, не будет. Вот, то есть, поэтому кто удаляет бутоны, кто не удаляет, если с фиалочкой все в порядке, вот, то она благополучно зацветет. Ну а если нет, сильная жара, например, что-то ей не понравится, то и цветения, естественно, не будет. Вот. Это все, что касается основных моментов в уходе за фиалками в жаркий, знойный летний период. На этом, друзья, заканчиваю это видео. Всем отличного солнечного настроения. Оставляйте свои комментарии. Задавайте свои вопросы. Всем до новых видео и всем пока!